Всем доброго времени суток. У меня есть пылесос Земблер 1600 Вт мощностью. Это моющий пылесос, который на данный момент у меня не включается. Я вставил в сеть розетку, нажимаю. Видите, никаких признаков жизни. Начинаем разбираться, в чем тут дело. Ну, в первую очередь нужно вытянуть все вот эти внутренности, которые тут находятся. Дальше открываем вот эти вот боковины. Вынимаем все содержимое с боковин с одной стороны и со второй. То есть как оно вынимается, здесь такой защелк, отжимаем защелку, откручиваем. Вот видите, поднимается боковина, все вынимаем. То же самое здесь тоже, видите, защелка, снимаем защелку, убираем боковина. Так, естественно, сети выключаем. Дальше нам нужно снять вот эту вот крышку. Берем отверточку маленькую и с этой стороны проталкиваем одну сторону при насадочке и вторую. Пропихиваем с той стороны. Оп. Она щелкается и вытягивается. Этот пластик боковой. Так же самое проделываем с другой стороны. Дальше нам надо открутить 4 болтика. Первый болтик находится возле колеса. Берем маленькую отверточку, откручиваем. Откручивается, в принципе, сложно. 4-граммный болт. И второй прячется вот здесь вот под вот этим механизмом. Вот видите, вот он здесь вот. Как этот механизм двигается, вот есть защелка, вот это вот, которую мы крутим боковину. Ее отщелкиваем и вот здесь вот кручиваем второй болт. То же самое проделаем и с другой стороны. Да, откручиваем также крепление, вот это вот болтик вынимаем эту заставку. Вот вы видите, еще один скрытый болтик есть, его тоже откручиваем. Берем отверточку, легко отсюда поднимаем. Так вот, почти открылся. Так, теперь нам надо прозвонить проводку. Берем мультиметр, ставим на сопротивление, проверяем рабочее состояние мультиметра. Он звонится, видите, при стыке штекеров идет на 0. И прозваниваем. Один контакт вилки. И один штекер. Он прозванивается, на 0 идет. И второй. Синий не прозванивается. Значит, проблема проводки. Где-то отошла проводка. И нам нужно посмотреть, узнать, где именно отошла эта проводка. Нам нужно вытянуть вот эти клеммы и достать этот барабан. Можно вытянуть плоскогубцами. И вот дальше вытягиваем эту трещотку. Так, дальше нам надо снять механизм в этой катушке. Этот полумеханизм. Для того, чтобы прозвенеть
кольца, которые находятся внутри. То есть надо взять отверточку и вот раздолбать, выдолбать вот эту вот штуку, зажимчик. Он тут в двух местах раз, и вот второй зажим. И вот этот зажим нужно выпихать. Аккуратно отверточка. Я наконец-то снял усилиями эту скобу, эту часть. Теперь проверяем нашу катушку на пригодность. Берем мультиметр, обзваниваем стык и кольцо. Контакт идет. Также второй стык и второе колечко. Тоже сигналы есть. Значит, с катушкой у нас все в порядке. С катушкой и кольцом. Сохраняем. Значит, проблема заключается с проводом. То есть где-то провод у меня повредился в каком-то месте. И его нужно поменять. Вот мы еще можно проверить. Берем мультиметр. Проверяем один конец. Снимаем провод с катушки. Раз. И снимаем клемму. Два. Так, идем на рынок, покупаем новую проводку и меняем на новую. Я купил 6 метров провода с сечением 1. Также купил клеммки и саму вилку. В первую очередь мы вот сейчас установим вилку. Раскручиваем. Заранее продеваем провод через пылесос, чтобы нам уже было легче уже потом это все дело вставлять. И делаем наконечник. Так, ну вот я зачистил. Приблизительно вот такой разъем сделал, как старый. Теперь одеваем клеммки. Приблизительно так. Берем, затягиваем и плоскогубцами зажимаем. Эти вот концовки. Ну и когда мы надеваем провод, вначале одеваем верхнюю часть. Вот видите, продел. И уже отсюда начинаем плясать. Надеваем наконечники. Два. Надеваем наконечники. И уже здесь вот мы проталкиваем провод по лабиринту. Так. Вот, в принципе, все. Так вот оно продевается. Для пущей надежности, чтобы клеммы не отлетели, можно поджать плоскогубцами. Клеммы. И вот они уже надежно лежат. Теперь вставляем в барабан вот это приспособление.
так вот, раз. И два. Помогаем отверточкой. И вот оно тут должно так вот зайти. Классно. Оп. Все, это оно уже село. И мы одели в барабан. Теперь все ставим на свое место. Тут есть такая защелка. Там нужно положить барабан на эту защелку. Раз. И все. Дальше клеммы одеваем на свои места. Раз. И два. Так, отлично. Теперь одеваем крышку и одеваем все провода, которые у нас остались открытые. Проверяем пылесос, вставляем в розетку, нажимаем. Работает, все нормально. Дальше слаживаем все в обратной последовательности, закручиваем, так и разбирали. Также советую вам, вот когда вы собрали пылесос, сделать ограничитель по проводу. Да еще ограничитель сделать для того, чтобы не вытягивать провод до конца, чтобы он не рвался, не было каких-то микротрещин. Как нужно это сделать? Нужно дотянуть до конца провод по максимуму и сантиметров 20 отжать. Дальше мы берем изоленту, отрезаем. Это будет стоять ограничитель. Дальше это лента. Вытягивать провод не рекомендуется. Вот так вот. На этом все. Если видео понравилось, палец вверх. Если видео не было полезным и не понравилось, палец вниз. Всего доброго, до новых встреч.